Всем привет, Самиторичан! Даже не верится, но уже прошло целых 13 лет, как я переехала в Японию, и за это время изменилась как сама Япония, так и мое отношение к этой стране. Поэтому сегодня я расскажу мое честное мнение о жизни в Японии спустя 13 лет. И самый, наверное, популярный вопрос, который мне задают многие годы, это чувствуете ли ви себя чужой в Японії? Или похожий вопрос, чи все-таки відчуваєш ти себе іноземкою навіть після такого довгого часу? То есть чувствую ли я себя иностранкой или чужой, или не принятой в японское общество? И это очень трудный вопрос, потому что на него каждый живущий в Японии иностранец по-разному ответит. Допустим, да, я себя чувствую иностранкой, живя в Японии, потому что я родилась и выросла в другой стране, не в японской семье. И сколько бы лет я не жила в Японии, какие бы японские привычки или манеры или культуру я не переняла, и даже получив японское гражданство, я себя не считаю именно японкой по крови, скажем так, как и японцы, в принципе, думают. То есть я выросла в другой культуре, и есть вещи, которые я все равно до конца не понимаю или не чувствую на таком молекульном уровне, как японцы. И я считаю, что это нормально. Но на вопрос, чувствую ли я себя чужой или не принятой в японское общество, я ответила бы нет. И здесь это зависит от вашего восприятия мира, от характера, и также, возможно, мне просто повезло с людьми вокруг меня, но у меня очень много хороших друзей в Японии, как японцев, так и иностранцев, так и смешанных браков. Также родственники Изами, его родители и братья-сестры очень добрые и хорошо меня приняли, я чувствую их заботу и любовь, несмотря на то, что я из другой страны, из другой культуры. А вот насчет чувствуете ли вы себя в безопасности полноправным членом общества, да, я себя так чувствовала, и даже до момента, как я получила японское гражданство. То есть даже просто живя в Японии как иностранный резидент, по студенческой визе или по рабочей визе, по брачной визе. Единственный момент, когда я реально об этом начала думать, это когда была корона, и иностранцев какое-то время не пускали в Японию, даже если у них была длительная виза, даже если у тебя была ПМЖ. Было пару месяцев, когда японцы немного не поняли ситуацию, запретили просто всем иностранцам въезд в Японию. Это было стрёмно. И это был, наверное, единственный раз в Японии, когда я почувствовала, что наверное, иностранцам в Японии жить все-таки немного не настолько безопасно, как если ты с японским гражданством. И это послужило причиной, почему я решила и податься на японское гражданство. Не было ли мысли переехать из Японии? Честно скажу, иногда я думаю о том, что было бы интересно пожить в стране, которая совершенно не похожа на Японию. Как, допустим, где-нибудь в Европе, как Дания или Швейцария, мне кажется, было бы интересно. Но когда мы путешествуем, я каждый раз прихожу к выводу, что я настолько привыкла к Японии, и мне нравятся некоторые ежедневные вещи здесь, которые, возможно, не настолько интересные, чтобы снимать их в видео, но делают жизнь комфортной, как, допустим, медицинская страховка в Японии очень удобная, очень дешево у нас, и нет совершенно очередей в клиниках, все очень быстро, деликатно, стоимость жизни в Японии, насколько вкусная здесь еда даже в магазине, пойти в магазин, купить суши, которые стоят $5 и спокойно их съесть, не боясь, что ты отравишься, допустим. Когда привыкаешь к такому, это вроде кажется мелочью, но ты не можешь уже от этого отказаться. Расскажи о бюрократии и движется ли дело в сторону диджитал. Ох, больная тема. В Японии все еще многое нужно заполнять от руки, и многие справки нужно идти получать в мэрию лично. Поэтому Японии далеко до стран, где есть, допустим, государственное приложение, где можно все нужные документы получить онлайн. Но Япония однозначно движется в сторону диджитал, просто делает это очень медленно. Не потому что японцы глупые, а потому что в Японии есть их старая система, которая работает, и которую нельзя просто взять и разрушить, и новую вместо нее ввести. Поэтому японцы пытаются постепенно перенести эту старую систему в новый формат и научить людей, кто привык к старой системе, что есть также новый, допустим, онлайн-формат, как можно все это оформить, сделать проще и так далее. Допустим, из того, что изменилось за последние 13 лет, что я точно помню, это появилась ID-карта My Number, это как наш идентификационный номер. Когда я приехала в Японию, его не было, то есть у японцев не было даже такой вещи, как ID, у них
как удостоверение личности всегда были только права водительские, то есть если вы не водите, у вас нет ничего на руках. А сейчас есть ID, до сих пор даже не у всех японцев есть эта карточка, но ее пытаются продвинуть, чтобы можно было, допустим, ее использовать для того, чтобы больше налогов с нас снимать, точно, а также, чтобы люди, допустим, могли легче получать документы. Ваше впечатление о Японии стало лучше или хуже, чем до переезда? Честно скажу, я переехала в Японию в 18 лет, и поэтому я себе представляла Японию как место из аниме-студии Гибли, где много рисовых полей, маленькие деревушки, храмики и горные пейзажи. И переехав в Токио, я не то что разочаровалась, но это не была та Япония, которую я хотела видеть. Для меня в Токио было очень много людей, очень шумно, очень быстрый ритм жизни, дорого все казалось. И пожив какое-то время в Японии, я нашла места, которые мне очень нравятся, более природную часть этой страны. И также, с другой стороны, до переезда сюда я не знала много разных минусов жизни в Японии и плюсов тоже. И у меня есть отдельные видео о минусах и о плюсах, посмотрите и то, потому что обычно люди любят смотреть только минусы, но плюсов в Японии больше для меня лично, поэтому я здесь и живу. Если бы ты вернулась на 13 лет назад, то твой выбор все равно пал бы на Японию. И также, что бы вы, возможно, сделали по-другому, если вернуться назад? Да, даже если бы я смогла вернуться назад во времени, я бы все равно выбрала Японию. Я считаю, что для меня лично это был очень хороший выбор, и бывает иногда такое, что я гуляю в центре Фукуоки или в центре Токио, смотрю по сторонам, смотрю на Изуми и думаю, как же это невероятно, что я нашла своего человека на другом конце земли, что я сейчас живу в Японии, у меня японское гражданство, при том, что в детстве я могла только мечтать о том, что я попробую японские настоящие онигири когда-нибудь. Поэтому для меня лично это был очень хороший выбор, подходящий для меня. Япония не для всех страна, но я не жалею, что я сюда переехала, и я очень счастлива в месте, где я сейчас, с людьми, кто вокруг меня. Но если бы я смогла вернуться назад, я бы, возможно, изменила одну вещь, и это касается моего университета. Я не хочу сказать, что у меня был плохой университет, это было самое лучшее, наверное, мое время за нынешнюю мою жизнь, то есть 4 года в университете были лучшие для меня, я нашла очень много там хороших друзей, качество образования в Японии тоже очень хорошее, высокое, благодаря моему университету я смогла найти работу хорошую в Японии, но я бы, наверное, если бы смогла вернуться, больше внимания уделила моему японскому языку и хотела бы пойти в государственный университет, потому что я училась в частном университете. На то были причины. Во-первых, в частных университетах чаще преподают искусство, дизайн и архитектуру, поэтому я смотрела в основном частные университеты. И это считается элитно в Японии учиться в таких университетах творческим профессиям. И также туда поступить немного проще, чем государственные, потому что государственные, они более популярны, и там конкуренция намного выше, чем в частных университетах. Поэтому я поступила сразу в частный университет, туда было не так уж и трудно поступить, честно скажу. Мне супер легко, но и не так трудно, как государственные. И я сейчас думаю о том, что если бы я уделила больше внимания своему японскому языку и подготовке к университету и смогла бы поступить в государственный университет, я бы таким образом могла бы сэкономить очень много денег моим родителям. И я начала об этом думать только когда уже стала самостоятельным взрослым человеком, кто зарабатывает деньги, и сейчас думает, что я бы, наверное, так много денег на своих детей и на их высшее образование не потратила бы сейчас. Яку частину менталітету японців було прийняти найважче? И я уже рассказывала об этом в старых видео, но у японцев есть такое слово, как «шоуганай», и оно переводится примерно как «с этим ничего не поделать». И это слово можно очень часто слышать, живя в Японии. Оно пошло из-за того, что в Японии очень много разных катаклизм, как, допустим, землетрясения, тайфуны, оползни, цунами, сильные дожди и так далее. И из-за этого у японцев появилось такое мышление, что в этой жизни есть вещи, которым невозможно сопротивляться, и ты ничего не можешь с этим поделать. Я понимаю эту логику со стороны катаклизм природы, что мы не можем идти против природы во многих
аспектах и то я бы поспорила, но есть также многие вещи, которые я лично считаю, что это не сёгана, это ничего не поделать, если тебе не нравится, меняй. И сколько бы я ни жила в Японии, у меня все еще такое же мышление. Почему я не японка? Потому что я в этом плане совершенно не поменялась за 13 лет, поэтому это единственная, наверное, вещь, которая меня реально в японском менталитете иногда так... Но при этом я ее давно приняла, смирилась, и если люди сами считают, что это сёгана, если ничего не сделать, это их личный выбор. С татуировками все так же плохо или становится лучше отношения? К сожалению, мне кажется, что намного лучше отношения не стало к татуировкам за последние 13 лет, потому что у японцев очень негативное и предвзятое отношение к тату из-за якудза. Это японская мафия, которая даже в наше время существует, хоть мы их и не видим обычно, и у них обычно все тело забито разными японскими традиционными татуировками, и именно из-за этого у японцев татуировки ассоциируются с чем-то плохим. Поэтому если у вас есть татуировка, допустим, у меня есть довольно большая татуировка на спине, у вас много ограничений. Допустим, вы не можете пойти во многие горячие источники, вы не можете пойти в общественные бассейны, если видно вашу татуировку. Вы не можете пойти в спортзалы многие, и даже некоторые пляжи не разрешают людям с татуировками там быть. Поэтому вас могут попросить, допустим, в лучшем случае прикрыть татуировку, а в худшем уйти. Это понемногу меняется, потому что все больше туристов, и у многих туристов есть татуировки, поэтому есть уже некоторые отели, где горячие источники, и там пускают с татуировками. Также есть некоторые общественные источники, которые не так строго относятся к татуировкам, но это все равно еще меньшинство. Есть ли что-то, что перестало нравиться? И наоборот, что-то, что раньше не нравилось, а теперь окей. Раньше мне не нравилась много японская еда, те же бобы натто перебродившие, я терпеть не могла первые годы, но сейчас я их обожаю, и, наверное, сейчас нет японской еды, которую я не могла бы есть. Что касается вещей, которые мне разонравились, мне больше всего, наверное, разонравилось японское градоустройство. То есть, когда только приехала в Японию, многие японские улицы, домики старые, мне казалось все таким это атмосферным, такое все красивое на фотографиях получается, вывески, все эти провода. Но долго живя в Японии, перестаешь романтизировать такие улицы, и оно начинает казаться грязным. Возможно, это только я такая, или, возможно, меня так повлиял университет и то, что я архитектуру изучала. Поменялось ли мнение японцев о иностранцах, и стали ли японцы менее консервативные за последние 13 лет? Да, мнение японцев изменилось, но не в самую лучшую сторону в последнее время, к сожалению. И это касается не только туристов. Думаю, многие знают, что сейчас японцы немножко в напряжении от того, что очень много туристов приезжает, и люди скапливаются в одних и тех же городах, как Токио, Киото, Осака. Другая часть Японии пустует, поэтому не везде японцы в напряжении от туристов. Допустим, у нас в Фукуоке люди расслабленные, но также это касается и иностранцев в общем, кто в Японии живет. Я недавно смотрела обзор небольшой политический, это не мое личное мнение, где рассказывалось, что японцы за последние годы стали более консервативные, чем 10 лет назад. И на это повлияло несколько факторов. Во-первых, корона, из-за чего японцы многие не смогли выезжать за границу, было много разных ограничений. Когда ты не путешествуешь, ты становишься более консервативной, как ты относишься к другим людям из других культур. И также то, что в Японии сейчас иена дешевле, поэтому многие японцы сдерживаются и не едут за границу путешествовать. И плюс ко всему этому еще ухудшение экономической ситуации в Японии. Это связано с ухудшением экономической ситуации во всем мире, не только в Японии, плюс иена из-за того, что подешевела. И когда в стране экономика не в лучшем состоянии, люди пытаются винить других людей и часто создавать врага где-нибудь вне страны. И, допустим, сейчас, если почитать комментарии японцев на каких-то политических форумах или в видеообсуждениях и так далее, часто я вижу такие фразы, как, допустим, вот в Японии так много проблем, нам так нужно много денег на поддержание японских семей, при этом Япония тратит наши налоги японцев на то, чтобы обеспечивать семьи иностранцев, кто мало зарабатывает. Потому что в Японии неважно, какой вы национальности, если у вас японское гражданство или нет, если у вас есть основания
в Японии жить, допустим, какая-нибудь виза или ПМЖ, и если вы иностранец без работы, то вы можете жить на пособие в Японии. Даже я видела обсуждение на государственном уровне, когда японские политики обсуждали, что вот есть иностранцы, кто родил в Японии, получил денежное вознаграждение от Японии и также получил денежное вознаграждение в своей стране, поэтому таких людей нужно выискивать и не давать им денежное вознаграждение за роды от японской стороны, если они получают его от своей страны, допустим. То есть много таких вот обсуждений, где пытаются обвинить иностранцев, хотя иностранцев в Японии проживающих там типа меньше 1%. Поэтому есть люди, конечно, кто говорит, что вот, японцы молодцы, консерватизм, защищают свою страну, но лично я считаю, что есть проблемы посерьезнее, которые нужно обсуждать, чем 1% иностранцев, которые там получили деньги, потому что они безработны. Интересует ли тебя теперь политика в Японии и ответственный ли ты в этом плане гражданин? Да, особенно с тех пор, как я стала гражданкой Японии, я начала больше изучать японскую политику, чтобы понимать, что происходит и как можно делать выбор в своих интересах. И недавно я впервые ходила на выборы в Японии, кстати. И если простыми словами, мы выбирали новых политиков и партии в японский парламент. И это было очень интересно изучать всю эту тему и потом смотреть на результаты, кто победил, сколько процентов и так далее. И также я была в шоке, что когда я сделала давно еще видео о том, что я теперь гражданин Японии на японском языке для моего японского канала, многие японцы писали, что теперь это моя ответственность идти голосовать. То есть я не думала, что мне будут такое писать и поддерживать, чтобы я шла голосовать. И многие объясняли это тем, что в Японии нехватка молодых людей, и если у тебя есть право голосовать, ты должен его использовать, чтобы как-то свежий воздух принести Японии, скажем так, проветрить немного помещение. И теперь, больше разбираясь в японской политике, я могу больше ходить и ворчать, что вот, куда же вы наши налоги тратите-то, а? Сложно ли влиться в местное сообщество без знания японского языка, и также реально ли жить в Японии без японского, только с английским? Да, это возможно жить в Японии только с английским. У меня был знакомый в университете, мальчик наполовину британец, наполовину японец. Папа у него был из Англии. И папа жил более 25 лет в Японии, при этом ни слова не понимал и не говорил на японском языке. Как он жил так много лет в Японии, не зная японский язык? Просто у него жена японка, но при этом хорошо говорила на английском языке, поэтому они с самого первого дня встречи говорили только на английском языке. И дома они говорят только на английском с женой и с сыном. И при этом работа у него была преподавание английского языка в языковой школе, а там не нужно говорить на японском языке. То есть ты наоборот, даже если ты говоришь на японском языке, но ты преподаешь английский, тебя просят сделать вид, что ты не говоришь на японском, чтобы у японцев был стимул лучше английский язык учить. Поэтому этот мужчина прожил более 25 лет в Японии, без японского спокойно. Но второй вопрос насчет легко ли влиться в японское общество без японского языка. Из моего личного опыта я бы сказала, шансы близки к нулю. Но это лично мое мнение. Есть, думаю, люди, кто смог влиться в японское общество и найти друзей без японского языка, но это всегда труднее. То есть, если вы не говорите на японском языке, то вам будет труднее подружиться с людьми, кто не говорит на хорошем английском. То есть вы сможете найти себе друзей или парня, или девушку и так далее, кто говорит на английском языке, но никого вне тех людей, кто говорит на английском языке. А в Японии большинство людей не владеет хорошим английским. Поэтому у меня есть много знакомых, кто в Японии какое-то время уже живет и ищет себе, допустим, здесь парня или девушку, кто говорил бы на хорошем английском языке. И у них не получается никого найти очень долго, потому что шансы все меньше и меньше в Японии найти японца, кто говорил бы на хорошем английском языке, при этом еще был твой типаж, скажем так, еще чтобы с ним интересно было разговаривать, смешной, еще и чтобы зарабатывал и так далее. Все меньше и меньше шансов найти такого человека. Если это обычный японец, кто говорит на японском языке, то тогда шансы немножко побольше. Стало ли легче найти работу иностранцу в японской компании или приоритет у японцев?
Я считаю, что все так же приоритет у японцев, и это касается не только Японии, но и многих стран, потому что много где дают приоритет местным, у кого уровень языка native. Но даже несмотря на это, я вижу, что сейчас намного проще найти работу иностранцам в Японии даже без японского языка, чем было мне в самом начале. Даже когда я просто искала работу как подработку на кассе в магазине, мне отказывали, говоря, что, возможно, ты не до конца поймешь, что бабушка сказала, потому что у бабушек бывает диалект, а я тогда уже училась на 2 курсе университета и слушала лекции на японском языке. Сейчас я вижу много людей, кто приезжает в Японию, кстати, прочитав мой гайд по переезду в Японию, ссылка в описании этого видео. Но реально я с многими переписываюсь, и многие, кто приехал в Японию по работе, приехал сюда даже без японского языка. То есть люди смогли найти работу даже онлайн, только на английском языке. Да, это касается не всех специальностей, в основном это люди из IT-сферы, у кого, допустим, это программисты, или это тестировщики, или кто-то еще, но также есть люди из других сфер, допустим, связанные с дизайном, или 3D-операторы, 3D-визуализаторы, иллюстраторы и так далее. Поэтому сейчас все проще найти работу в Японии без японского языка, но это не отменяет тот факт, что если вы говорите на японском языке на высоком уровне, тогда больше вакансий для вас открыто. Улучшилась или ухудшилась жизнь в Японии спустя 13 лет? Если вы спросите это у японца, вам, скорее всего, скажут, что ухудшилась. Конечно, зависит от человека, но в Японии сейчас не очень хорошее социальное настроение. Я бы сказала, довольно негативно настроенное настроение среди многих людей, и на то есть веские причины. Во-первых, у нас говорят, что последние 30 лет в Японии дефляция, поэтому цены не растут, зарплаты поэтому тоже не растут, и из-за этого, когда я в Японию приехала, Япония, особенно Токио, считался один из самых дорогих для жизни городов. Он был дороже Нью-Йорка или почти на одном уровне тогда, в 2012 году. Сейчас это очень дешево. В Японии очень дешевые цены. Не потому, что Япония всегда была дешевая, а потому что просто за последние 15 лет везде цены выросли, кроме Японии. И это касается зарплат тоже. Поэтому из-за этого японцы себя чувствуют не очень хорошо, и как будто Япония хуже стала. Также иена сейчас 1,5 раза дешевле. Когда я приехала в Японию, иена была примерно 90, 100, сейчас она 150, 160 даже было время. Поэтому из-за этого тоже чувствуешь себя так, что ценность валюты как будто падает, и это вызывает негативное состояние у общества. И также, что еще? Старение нации, у нас уже много лет говорят, что в Японии низкая рождаемость, и она только падает, и из-за этого нам налоги будут повышать. То есть я бы сказала, что настроение и реальные данные, которые говорят о состоянии экономики Японии сейчас, не самые лучшие. Но парадокс в том, что это настроение. Когда ты смотришь на какие-то факты, как люди живут в реальности, включая, допустим, меня или моих знакомых, хуже жизнь не стало. Некоторые даже аспекты стали лучше. Допустим, мы сейчас работаем полностью из дома, и я, и Изуми. Когда мы начали встречаться, в Японии тогда не было даже концепции работать из дома, ремоут, это было невозможно. Все стабильно, утром, 1,5 часа в забитом поезде, нужно ехать до центра Токио работать. Сейчас все больше фирм, которые уже не против, чтобы ты работал на удаленке. Некоторые фирмы даже полностью перешли на удаленку, как, допустим, работа Изуми. Также в последнее время изменилось отношение к смене работы. Раньше считалось, что это не очень хорошо, если вы меняете работу каждые несколько лет, скажем так, и это было элитно работать в одной и той же фирме до пенсии. Сейчас, если вы, допустим, захотели сменить работу, потому что вы хотите продвигаться по карьерной лестнице, повысить вашу зарплату, или вам не нравится ваша команда, или вы просто хотите сменить вашу профессию, то вы можете это сделать в Японии, неважно, сколько лет вы проработали на предыдущей работе. Раньше говорилось, больше 3 лет нужно, чтобы ты мог это себе в портфолио вписать. Сейчас, в принципе, на это уже не так строго смотрят, как раньше, и все больше есть сайтов для смены работы и поиска новой работы, и все больше возможностей в этом плане есть, и из-за этого все больше японцев, кто меняет работу и с этим повышает свою зарплату. Поэтому люди, кто не сидит на месте, а как-то повышается, в принципе, в лучшей ситуации, чем они были 10 и 13 лет назад в Японии. Потому что, допустим,
цены на аренду квартир в Японии не поднялись так сильно, как в других странах, как, допустим, Англия или Америка. И если ты смог поменять работу и зарабатываешь больше, ты в более выигрышной ситуации из-за этого. Также это касается и детей. Например, сейчас многие вещи становятся бесплатными для тех, у кого есть дети. Это и детские садики становятся бесплатные, и школы, и медицина, хоть она раньше была дешевая, сейчас ее пытаются сделать полностью бесплатной по всей стране. Есть такие вещи, которые я удивилась. Допустим, у нас теперь лечение бесплодия в Японии тоже оплачивается страховкой, хотя раньше это было полностью за ваш счет. Также в последние годы продлили декрет для мужчин, если так это можно назвать. Если у вас родился ребенок, вы можете как отец взять год отпускных, которые оплачиваются в районе 60%, и сейчас около 46% японцев берет эти отпускные. Конечно, не на весь год, но это уже очень здорово. Также собираются сделать роды полностью бесплатные, сейчас мы их частично оплачиваем, но через, по-моему, год или два собираются полностью сделать их за счет государства. Плюс ко всему сейчас пытаются налоги немножко сделать дешевле и так далее, то есть разные виды, как собираются японское население стимулировать, чувствовать себя немного позитивнее в отношении будущего и хотеть семью, детей и так далее. Поэтому если в это присмотреться все глубже, а не просто поверхностно на негативную энергию, скажем так, сейчас в обществе, которое происходит не только в Японии, то есть много разных вещей, которые позитивно меняются, и особенно если ты сам не стоишь на месте, как я думаю. Поэтому это то, как Япония изменилась за последние 13 лет, по моему личному мнению. Надеюсь, что я ответила на некоторые ваши вопросы, и если у вас есть еще вопросы, жду их в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем пока!